Хочу вам рассказать смешную историю про супчик. Вот все ингредиенты, которые я кладу. Картошка, морковка, болгарский перец и зеленый лук. Еще кладу укроп и петрушку. Ну, это из огорода. Знаете, что самое смешное? Самое первое, что Аланчик спрашивает, когда приходит к нам, это супчик. Пришел тут один день и говорит: бабуля, у нас нету супчика. Моя мама не умеет готовить супчик. Я говорю: как это так? Мама не умеет готовить супчик. Он говорит: нет, не умеет. Она только умеет готовить суп. Я говорю: какая разница? Он говорит: ну это же суп, это же не супчик. Мы смеялись над ним. Так серьезно мне говорит: ну это же суп, это же не супчик. Супчик это твой, а у мамы это суп. Она не умеет супчик готовить. Вот, я его иногда, знаете, когда же приготовлю другой какой-то суп, это вот обыкновенный куриный суп. Когда приготовлю что-то другое, говорю: ну, это специальный, это особый супчик. Теперь он каждый раз приходит и спрашивает: бабуля, это нормальный супчик или это особый супчик? Я говорю: это нормальный супчик, вот нормальный он любит. Он говорит: нормальный я люблю, а вот спешл супчик, особый супчик, я не очень люблю. Я говорю: ну, придется тебе готовить теперь каждый раз вот такой нормальный супчик. Обыкновенный куриный суп, на курином бульоне точнее. У нас и Сонечка очень его любит, с удовольствием ест. Так что сегодня придут они в гости. Специально поехали утром, чтобы купить курицу. К сожалению, такой желтой курицы не оказалось на кукурузе, которая вскормлена. Пришлось купить просто обычную курицу, которая free range. Это та, что по полю гуляет. Не знаю. Говорят, что вот такие курицы гуляют по полю, а не сидят в клетках. Вот, так что на вкус, конечно, суп будет совсем другой. Самый вкусный суп получается из желтой курицы, которая вскормлена кукурузой. Картошку на суп я режу обычно мелко, чтобы она быстрее сварилась. И эта картошка хорошо разваривается, поэтому я как бы кладу чуть больше. Ну и Аланчик у нас любит такую вермишель детскую. Я прям мелкую-мелкую вермишель кладу еще. И получается не очень густой, но и не очень жидкий супчик. Морковку потру на терке. Болгарский перец мелко-мелко порежу. Он, знаете как, ест всегда и говорит: я не люблю перец в супчике. Я говорю: ну, в следующий раз не положу. И каждый раз он мне так говорит, и каждый раз ест. Лук специально порезала только 2 перышка, потому что они такие большие. Обычно беру лук более такой свежий, но что-то в этот раз не было. Если кому-то слышен шум, прошу прощения, это у меня хлебопечка. Рука была завязана, друзья, такая смешная. Вот разболелся что-то у меня сустав. Я его вчера вот завязала с кремом. Остался такой след. У меня тут сноха спрашивает, говорит: можно мне рецепт? Можно, говорит, мне рецепт этого супа? И потом сама же говорит: да даже, говорит, не важно, если, говорит, я точно так же сделаю, все равно, говорит, будет не тот супчик, как у тебя. Так что, когда Аланчик собирается к нам в гости, всегда готовлю супчик. Скоро они приедут, пошлю дедушку другого проведать. Потом, наверное, приедут к нам, наверное, с ночевкой. Точно еще не знаю, как он там решит. Болгарский перец кладу тоже с самого начала, чтобы хорошо все про это самое, знаете, поварился. А морковку на терочке. Он иногда, знаете, так смешно бывает. Он говорит: я не люблю перец. Я говорю: ну ты же любишь перец в моем супчике? Он говорит: да, люблю. Вот в моем супчике ест перец, а так не любит. Ой, так смешно. Детки такие смешные. Так, им осталось потереть морковку. Знаете, мне нужно терку покупать. У меня что-то терка затупилась. Вот и все.
Сейчас все закипит. Проверю на соль, на перец. Лаврушечку брошу. И все. Как только картошка сварится, суп готов. Чуть-чуть водички добавлю, потому что пересолено. Свежего укропа нет, добавляю сушеный. Это палочка у меня, что ли. Можно потом даже мясо куриное добавить, это уже как хотите. Ну, мои и так едят без мяса. Чуть-чуть перчика добавлю. Лавровый лист. Сейчас закипит, проверю на соль, добавлю чуть-чуть мелкой вермишели, такой, знаете, которую даже не нужно варить. Я обычно бросаю вермишель, дам закипеть, накрываю крышкой, выключаю, все, и вермишель тоже доходит. Все, ждем. Все готово. Видите, картошка разваривается. Сейчас покажу вам вермишелечки. Вот такая вермишель, друзья. Вот смотрите, прям мелкая-мелкая. Что мне так крупно показывает? Во. Вот видите, это польская вермишель. В польском магазине покупаю. Я ее вот так крошу немножко. И все. Ее не надо особо кипятить. Просто перемешиваете. Буквально минуту покипит. Как я всегда говорю, простерилизую. Выключаю огонь, накрываю крышкой. Все, суп готов. Закрывай. Ты мой зайчик. Молодец. Закрывай ворота. Почту проверим заодно. Давай. Помочь тебе? Закрывай. Вот так, смотри. Вот так. Опа. Вниз. На черный. Это он знает, как делать. Листики на сирене распускаются. Ворота нужно мыть. Упс. Что, ты пальчик придавил? Осторожно, осторожно. Давай вот здесь. Опа. Смотри. Молодец. Все. Хочу вам показать наше дерево, которое мы наконец-то спилили. Наконец-то. Еще не убрали все. Думала, сирень, оно прям упало на сирень. Помните, вот здесь было дерево, которое нас просто измучило своими листьями. Здесь настолько стало светлее, вы не представляете. Вы знаете, толку от этого дерева не было никакого. То есть оно не цвело, ничего, просто одни листья. Но эти листья нас измучили. У нас, знаете, вот смотрите, где дерево, да? И вот там вот в ту сторону у нас задувает ветер. И вот эти все листья по всему саду, по всему. И даже у задней двери. Вот, и причем их разносит ветром. Они на дороге, вот там, у всех соседей. Их сюда заносит к тем соседям. И вот, короче говоря, одно дерево, но от него столько было мусора, просто невозможно. Плюс оно еще, видите, вот там вот к проводам уже близко подбиралось, уже достаточно высоко росло к проводам, поэтому сказала, срубай. Посмотрите, как светло стало вот в саду, прям вообще прелесть. Ну, только пенек еще нужно срубить, что-нибудь с ним сделать. Посмотрите на мои крокусы. Красивые. Здесь пока только сорняки. И здесь у меня крокусы. Вот эти цветочки, я никогда не помню, как называются. Надо посмотреть опять. Можжевельник подсох. Нужно поправить его, вырубить. Привести в порядок. Это все пойдет в мусор. Ну что, друзья, помните, вот здесь у меня был цветок. Вот он поломался, его пришлось просто срубить. Я вам уже показывала. Вот смотрите, у нас лежал в середине, просто невозможно было выйти, невозможно. Первый день сегодня, более или менее, погода. Смотрите, как он вокруг этого. Вот видите, вот эта рамка тоже вся вот поломалась. И пришлось просто срубить цветок вместе с рамкой. Такие дела.
Смотрите, скоро будут лепесточки уже. Видно вам. Интересно, вот на этой сливе будут плоды или нет? И груша. Груша. Надеюсь, что она... Нет, это, извиняюсь, это яблоня. Вот, груша. Очень надеюсь, что будут груши в этом году. Здесь все еще валяется. Ну вот, друзья, смотрите, первый день, когда можно просто выйти на улицу. Вот, либо холодно, либо дождь, либо ветрище невозможно. Ну, давайте мы вам покажем, что мы делаем. Ну, во-первых, вот мой помощник одевает перчатки. В общем, друзья, смотрите, хочу почистить вот свой садик, где, или грядку, где у меня растет зелень. Я тут посадила сдуру майорам и орегано. И посмотрите, они везде, везде. Я уже вот тут сухие ветки повыдирала. Это у меня Сонечка в руках. Вот, и прямо там такие куски, в общем, корни так разрастаются, что прямо с землей их приходится выдирать. Но, в принципе, это нормально, ничего страшного. Я хочу просто почистить и здесь еще досыпать немножко земли. Потому что тут и мох, это как мох. Мох вон растет, и видите, всякие сорняки растут. Поэтому мы пытаемся почистить и подсыпать еще землю. Сейчас я тебе помогу, подожди, right finger, помогу тебе. Вот у меня оставила розмарин, тимьян, и вот здесь вот у меня тимьян, но я его, наверное, тоже выдерну, потому что там вокруг везде уже непонятно, что растет, то ли майорам, то ли орегано, то ли все вместе. Вот здесь немножко петрушки у меня, хочу тоже оставить, но петрушку я сверху посыплю, и она у меня вырастет. Опа! И Соня сидела у меня в коляске и соскучилась, вот пришлось ее взять на ручки. Да, Сонечка? Да, на ручки ее взяли. Вот этот хочу тоже выкопать. Хотим мы лавровый лист. Видите, какой большой он уже вырос. У меня вон там растет один. И этого достаточно. Тоже там большой-большой уже вырос. В общем, не знаю, пересадим, наверное, куда-то. Что, не можешь одеть? Сейчас я тебе помогу. Окей. Ну вот, видите, перчатки мы надели. Вот, и теперь помогаем. Молодец, молодец. Вот сюда бросай, на, бросай. Молодец, бросай вот туда. Вот так вот сейчас мы потихонечку будем тут убирать. Молодец. Ой. Вкусно тебе? Ты моя девочка. Все, хватит. И давайте вам сразу покажу вот это дерево тоже, которое тоже хочу срубить. Вот это вот, видите, вот это вот дерево. Оно красивое в плане, что вот смотрите, какие красивые на нем листики. Вот такие. Не знаю, как оно называется. Вот такие листья. Но понимаете как? Толку вот на нем несколько лепесточков. Вот смотрите, оно полуголое. Видите? Вот голые ветки торчат. Очень мало на нем листьев. Сказать, что оно прям очень красивое, я не могу. Вот есть несколько вот так листочков, когда близко подходишь, то красивые листья. Но вот издалека вообще никакое оно. Они вот только листья, цветов на нем бывает буквально несколько штук, и только видны, вот если близко подойти, то они видны прям мелкие-мелкие цветочки. Тоже хотим срубить его, и не знаю точно, сможем ли мы на него что-нибудь привить. Вот, если нельзя на него прививать ничего, то тогда сделаем, ну, что-нибудь посадим лучше. Или вообще ничего не будем сажать. Потому что, смотрите, вот это вот у нас еще верба, видите, цветет. От нее тоже полно этих мусора бывает. И она растет везде. Вот пробиваются вот эти вот, как сказать, отростки прям везде они. Видите, что у нас творится в этом беседке? Это мы убрали все туда на время этого шторма. Когда шторм был, мы все туда убрали. Инсайд, пойдем, да, пойдем. Вот.
давайте уже пока стою. Вот видите, почечки уже. И надеемся, что у нас в этом году будут и яблоки, и груши, да? Еще ничего не убирали, как вот я говорю. Вот единственное, что вот здесь немножечко прибрали, видите? Вот. И вот тут вот я вчера начала тут ковыряться, но почти все прибрала, чуть-чуть еще осталось. Туда нужно будет насыпать землю. Хочу просто выровнять вот эти вот тоже все вот там вот выкопаю сейчас. Вчера просто Сонечку держала в руках, неудобно было вот туда залезать. Вот с этой стороны вот так я сидела вместе с ней на руках и кое-что повыковыривала эти, ну, повыдергивала. Вот это все выдерну. И, ну, да, тоже, наверное, вот, что это вот? Одна веточка. Вот, и засыплю, просто подровняем землей и засыпем. Вот этот вот посадили лавровый лист, уже тоже говорила вам, мы его посадили для сына. Ну, не знаю, ему тоже вроде как некуда его сажать. Попробуем его выкопать и пересадить куда-нибудь, ну, в стороночку. 100 раз, наверное, повторила вам это. Ну, ладно, уже, извините. Я снимала просто в разные дни, поэтому уже не помню, что говорила, что нет. Вот, если получится выкопать эту лаврушечку, то, значит, пересадим. Если не получится, то, ну, пусть растет, наверное, что делать. Тоже жалко ее. Она вот такая вот была. Вот. Это просто вот, когда мы пересаживали свою лаврушку, срезали верхушки и верхушки воткнули в землю. И вот одна из них, один из этих отростков принялся, и видите, вот выросло вот такое уже деревце. Вот. Скоро, наверное, цветочки будут на розмарине. Вот. Тоже, надеюсь, разрастется хорошо. И подкормить их, конечно, нужно. Наверное, землю засыплю, подкармлю, короче. Хотела сказать навозом, но, наверное, навозом нет. А? Ну что, друзья, выходные у нас идут. Здесь у меня хлеб. Такие, знаете, типа булочек. Ну, в общем, они не булочки. Ну, короче, вот такой хлеб решила сделать. Вот, это сейчас только что помыла. Здесь у меня ржаной хлеб стоит. Духовка греется. Там у меня пар. Видите, вода кипит. Не знаю, вам видно или не видно. И хочу сделать рис с грибами. Постный. Здесь у меня морковные конфетки остывают. Вот. Все рецепты есть на канале. И ржаной хлеб есть на канале. Здесь тесто обыкновенное на хлеб. На закваске тесто. Так что просто вместо хлеба я сделала вот такие вот лепешечки. Кстати, тесто у меня, друзья, лежало в холодильнике, наверное, сколько? Больше 48 часов. Вот хочу посмотреть, что получится из него. Как видите, поднялось оно отлично. Смотрите, вот пузыречки. Все. Вот поставила его чуть-чуть на расстоечку, пока нагревается духовка. Духовка скоро тоже будет готова. Ну и вот кстати, часть теста вот я положила в такую форму. Видите, вот как оно поднимается. Да, это просто хочу посмотреть, какой будет мякиш, потому что у меня спрашивают хлеб именно вот такой кирпичиком. Просят. У меня девочка одна, которая детям делает бутерброды в школу, и она просит вот такой формы хлеб, ей удобно делать бутерброды. А здесь у меня вот продукты, то, что на рис хочу положить, но это то, что у меня есть. Видите, морковка, лук и грибы. Можно, конечно, еще что-то положить. Грибы еще не вытерла, вот хорошо, видите, только выложила их из пакета. Сейчас вытру их и буду делать рис с грибами постный. Ну вот, выходные. А, сейчас еще Сонечку привезут ко мне, поэтому тороплюсь. Смешно тебе? Смешно тебе? Играй, говорит со мной Аланчик. Куда пальчики в рот? Ты устал? Будка тут. Ты устал? Соня не играет с тобой? Не играет с тобой, Аланчик? Не играет с тобой, Аланчик? Осторожно, осторожно, Аланчик. Сейчас уронишь ее.
Ладушки сделай. Ладушки, ладушки. Сделай ладушки. Давай, ладушки, ладушки. Сделай. Ладушки, ладушки. Ну, что застеснялась? Да, окей. Ну, хорошо. Помните, я вам говорила, чтобы разобрать свои ящики, нужно делать вот так. Это я с утра вывалила все на кровать. У нас уже, как видите, темно, и у меня только дошли руки. Но в любом случае спать я не лягу, пока не разберу хотя бы один ящик. Разбираю, друзья. Как вам сказать, что у меня тут? Все, короче, барахла тут до хрена. В общем, барахла тут полно. Вот, сейчас буду разбирать. Так, ну вот, друзья, пижамы теплые, летние, кофточки, которые я, буквально каждый день одеваю, и нижнее белье. Кое-что здесь нужно перемерить и выбросить. Вот. Ну, более или менее ничего, да? Ну, хоть порядок, а то было все набросано. Ну вот, друзья, сегодня уже просто поздно. Завтра вот здесь разберу. Наверху у меня постельное белье тоже нужно аккуратненько все сложить. Вот здесь у меня зимние кофты и все такое. Пижама, это новогодняя. Это уберу все до следующего сезона. Пижама чистая, а вот эти жакеты нужно пересмотреть, постирать, если необходимо. И уберу в вакуумные пакеты. Кое-что постирать. Здесь у меня косметику я тоже разбираю. Вот тоже посмотрю, что выбросить, что... Короче, выбросить. Что выбросить, что выбросить. Слушайте, купили вот такую ступеньку, да? Она стоила, по-моему, 23 евро. Самая хорошая покупка за последнее время. Она настолько высокая, что я спокойно... Видите, вот, что у меня тут творится. Вот, смотрите, я спокойно достаю до верха своего шкафа. Вот у меня потолок. Вот, отлично достаю. Вот здесь у меня новогоднее постельное белье. И пижаму сюда положила в самый угол. Теперь разбираю. Вот видите, что... Сейчас постельное сюда сложу. У меня все постельное лежит. Сначала лежало в одном месте, теперь я стала класть каждому постельное в его комнату, чтобы каждый знал, где его постельное белье. Ну что, вот там все убрала, постельное разложила. Здесь еще нет. Здесь тоже все убрала. Ну тут я вам уже показала. Так, и сегодня я еще, друзья, разбирала свою косметику. Вот здесь еще не убрала. Здесь еще кое-что помыть, почистить. В общем, убрать, выбросить. Здесь разобрала. Здесь разобрала. Вот эту вот полочку помыла и разобрала все тут тоже. Осталось вот эти мелочи. Но вот здесь у меня то, что я пользуюсь каждый день. И, как я уже сказала, кое-что нужно помыть. Вот это я помыла. Здесь у меня щеточка для лица. Это нужно помыть. И вот такие мелочи, знаете, вот мелкие зеркала, все такое, крем для рук. Это все нужно кое-что выбросить, кое-что убрать, разобрать. Ну, в общем, осталось только вот здесь вот чуть-чуть разобрать и все. Ой, когда же это все